Всем привет, с вами Дэн и один из лучших микробрендов, который есть на Али. И, кстати, есть у Proxima и собственный сайт, можете оттуда покупать, но на AliExpress, сами понимаете, можно платить рублевыми картами. Proxima, дамы и господа, давайте открывать коробочку и, конечно же, ставить царские лучшие на ютубе лайки. Ой, тем более так трудно эти коробки, всегда вот эти кейсы открывать, но зато в дороге с ними ничего не произойдет. А это, согласитесь, очень важно. Значит, инструкция, гарантийная карточка. И в комплекте все, больше у нас ничего нет. Откладываем кейс в сторону, мешочек. И угадываем, что в мешочке. Ну и, конечно, уже заставку на YouTube видели. Поэтому знайте, что сегодня будет хронограф. А если хронограф, так на китайском механизме и, конечно же, на Seagull ST1902. Ну и, конечно, в винтажном стиле. Ой! Блин, обожаю вот такие ремешки, которые тянутся, эластичные, нейлоновые, такие пилотские. Это крутяк. Так, сейчас распакуем и продолжим. Ну что же, вот я на протяжении 23-го года все время говорил о том, что китайские ведущие, по крайней мере, микробренды начали уделять повышенное внимание ремешкам. И в том числе и качеству ремешков, и, конечно же, сочетаемости ремешков. А раньше за ними такого не водилось. И сейчас иногда смотришь на каких-нибудь швейцарцев, вот тот же вот Хамильтон, пилот, который я вам недавно показывал, ну там трэш трэшем подобрали к пилотским часам, да, там коричневый ремешок под крокодила. Вот здесь, посмотрите, сделано все прям по красоте. Ну, во-первых, да, нейлоновый эластичный ремешок в стиле НАТО, очень удобно. Не всегда, может быть, всем подойдет и не всегда может быть практично в том плане, что такие ремешки, конечно же, не живут долго, но радость от носки такой модельки, она перевешивает все. Ну, кроме того, такие ремешки, как правило, довольно-таки недорогие, и можно прикупить при желании себе еще пачечку таких ремней или поставить на обычный НАТО, или, как в этом случае, здесь, конечно же, подойдет и красивый, интересный винтажный ремень. И можно разные оттенки подобрать, и все где-то будет вокруг коричневых оттенков у нас либо как здесь. Смотрите, прикольно получилось серый с оранжевым. И сразу же здесь, в некотором плане, знаете, здесь, конечно, получается диссонанс, потому что современный ремень, откровенно современный ремень и винтажный циферблат, ну, мне нравится это сочетание, но оно немножко, может быть, не по-классически выглядит. Так вот, Proxima выпустила вот этот винтажный хронограф PX1715. Он вышел, если я не ошибаюсь, прямо в январе 2024 года. И что здесь по характеристикам? Сапфир сверху, сапфир снизу. Ну, как бы, а чё бы и нет. Это же китайцы, они могут себе позволить. Дальше. Вот здесь у нас вот эта вот красотулечка, которую, я думаю, уже все знают, особенно кто подписан на мой канал. Конечно же, китайские доступные хронографы всегда идут на Seagull ST1902, ну это клон Venus швейцарского старого доброго, на ручке, ручной подзавод, здесь 22 камня, 21 600 полуколебаний в час, и если изначально этот калибр собран правильными ручками и нормально смазан, то в общем он неубиваемый. Если собран не очень, да, и смазан не очень, ну собственно к мастеру его отнести, мастер все как надо сделает, и этот будет просто годами работать, и с ним ничего не будет. Он очень красив, если вы фанат механики, если у вас нет большого бюджета на то, чтобы купить себе какую-то красотулечку под задней крышкой и хочется наблюдать за всеми этими колесиками, за всеми этими движениями, то, конечно же, вот такой хронограф, он просто вас несказанно порадует, потому что в этом же ценовом диапазоне только унылые, скучно, однообразные трехстрелочники, где смотреть-то, в общем, не на что. А здесь есть на что посмотреть. Тем более, задняя крышка защищает тоже сапфировое стекло. И здесь, кстати, сделали такое узкую вот эту часть, где нет стекла на задней крышке, поэтому видно, ну, вообще все. Ну, красиво получилось. 50 метров водозащиты у нас здесь подписано. Сталь, сапфир с двух сторон и сталь 316L, да, плюс сверху еще и купольный сапфир, да, снизу плоский сапфир, сверху сапфир купольный. Плюс есть внутренний антиблик. И что касается цены, то на официальном сайте $210, на AliExpress еще на момент съемки ролика эти часы даже и не появились. Ну, думаю, появятся. Но это еще не все фишечки. Это еще не все фишечки. Вы же знаете,
что ребята из Proxima любят, чтобы фишечек было много. Кстати, вот здесь вот хороший такой вот срезик, да, между ушками, поэтому, чтобы залезли кожаные ремешки, достаточно толстые. Это хорошо. Ну, кстати, корпус, я вот смотрю, да, по обводам, по ушкам, по граням, геометрии, он вполне себе такой современный. Поэтому здесь такое интересное, необычное и нечастое сочетание винтажа и современного дизайна. И именно поэтому, я думаю, они подобрали вот такой вот нейлоновый ремешок и позволили себе сделать, ну, такое вот необычное сочетание. Ну так вот, я вам говорил, что здесь еще есть ништячки, конечно. Ну смотрите, какие красивые накладные метки. А на что же они? На чем они находятся? Они, конечно, находятся на эмалевом циферблате. Да, за 210 баксов эмалевый циферблат вам, пожалуйста. Какие проблемы, а? Ну что ж, давайте этого красавчика мы сейчас запустим. Как видите, циферблат сделан в стиле докторских часов, чтобы тут пульс измерять. Я думаю, кто измерял пульс часами, тот напишет в комментариях, как это правильно делать. В общем, есть инструкции в интернете, но это все дань прошлому. Хоть сейчас очень многие компании, и швейцарцы, и китайцы выпускают такого плана часы, тем более, что спрос на винтаж просто огроменный, но, тем не менее, прикладного значения здесь, в общем-то, и особо нет. Зато очень всегда необычный и насыщенный циферблат, много всего, и это все интересно потом рассматривать в макро, посмотреть, есть ли какие-то косячки по печати. Ну, Proxima этого не бывает, поэтому... Но поглядим. Очень много, очень насыщенно. И накладные цифры, это мне прямо интересно. Хочется даже их и в микроскоп посмотреть. А еще хочется нажать на кнопочку и запустить этот швейцарский, точнее уже клон швейцарского Венуса. Здесь у нас Seagull ST1902, как я вам уже сказал. Что касается, кстати говоря, веса, то на этом вот ремешочке 76,2. Немного. И давайте посмотрим по размерам, поскольку у нас и раз здесь такой винтаж, да и хрон. Что по размеру? 39, товарищи, 39. Это прям хорошо. Высота 12,5. И с учетом стекла. А без стекла, ну здесь получается вообще 10,5. Красота. 20 между ушками, так что любой ремешок можно будет поставить. И от ушка до ушка, ну ушки здесь достаточно длинные, 47,6. 47,6. Мое запястье 18,5 в обхвате. Сейчас покажу, как у нас все это дело выглядит на моем запястье. Ну, часы на среднее запястье и на крупное подойдут идеально, на небольшое, я думаю, не сядут, поэтому выбирайте какие-то другие модели, да. Так, язычок сейчас заправим. Вот язычок здесь не очень удобно заправлять, потому что ремешок резиновый. Ну, не резиновый в смысле, а с прорезиненный, поэтому он немножко тянется. Ну вот так, прикольно. Прикольно. Хотя я, честно говоря, думаю, что этот ремешок все-таки вот базовый, который, да, он время от времени, а так, конечно, что-нибудь сюда кожаное бы поставить. Ну, кстати, мы с вами не проверили сапфиры, сейчас проверим и спереди, и сзади, конечно же. А до этого времени давайте хронограф зафиксируем и сбросим. Все, в ноль у нас переключилось. Ага. Так. Поехали. Сверху есть, сзади. И сзади тоже есть. Ну, естественно. Это же Proxima. Так, циферблат. Насыщенный циферблат. Накладные цифры. Манежи чуть утоплены. Стрелочки симпатичные здесь. Железная дорога. Печать. Ну, все аккуратно. Все шикарно сделано. Круто. Молодцы, ребята. По корпусу тоже все очень прилично. Ну, Proxima делает одни из лучших корпусов среди микробрендов, поэтому здесь вопросов нет. Аккуратные ушки, аккуратная здесь полировочка. Все хорошо. И, как говорил, на механизм приятно посмотреть. И рассмотреть, как все работает.
Что же, вот так вот год начинает Proxima, ударно, такой винтажный хронограф, стиль 50-е, начало 60-х, очень даже все прилично. Хотя, кстати, такие хронографы были и в 30-е, если я правильно помню. Поэтому, ну, здесь он, конечно, циферблат, да, исторический, корпус вполне себе современный. И это сочетание очень даже интересно. Ну, а с ремнями, конечно, можно и нужно играть. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.